Представители знака зодиака Козерог. Здравствуйте, мои дорогие Козероги. Таро прогноз. Знаки судьбы. Февраль 2025 года. Что откроется? Что прояснится в феврале? Давайте с вами узнаем. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Я же вас хочу пригласить на свой сайт Астроэспирационный, где опубликован планетарный гороскоп, прочитать. Я оставлю ссылки в описании под видео, чтобы вы могли свои планы соразмерить с расписанием звезд. Но тоже какие-то подсказки, надеюсь, для вас будут. Итак, что для козерогов откроется, прояснится в феврале? Вообще, некоторым, можно сказать, знаковым месяцем может стать для нас февраль за счет Урана, который находится в Тельце, и он остается в Тельце, но самый конец января. Тут как встреча двух эпох может своеобразная состояться, потому что Уран переходит в прямое директное движение, и это значит какие-то перемены, которые, может быть, были отчасти обусловлены нашими прошлыми планами, мы можем что-то пересматривать, или не столько пересматривать, может быть, даже определиться скорее вот с чем-то. И это будет сопряжено с тем, что какая-то информация будет нами получена, или у нас у самих произойдет прозрение. И по восточному календарю у нас тоже идет смена года дракона на год змеи. Вот такой месяц февраль. Итак, что откроется, что прояснится для вас в феврале? Первая карта. Ну, раз мы заявили знаки судьбы, достанем еще одну карту знаки судьбы. Ну, будем увязывать обе карты в одном значении. Что нам именно подскажут карты? Какое дело, событие вы считали, что вы его завершили или закончили, или вы от него отказались? Думали, что поставили точку, а здесь окажется, что вовсе не точка, а какое-то продолжение следует. И давайте посмотрим, какие возможности откроются перед вами, или какие возможности будут в феврале для вас, придут на ваш порог. Какая тайна откроется или какую правду вы узнаете? Опять же, это мы можем прийти к какому-то выводу, не обязательно это внешние события. Что для вас важно знать или нужно знать? И это первая карта, а мы сейчас раскроем, достанем еще 3 по энергиям. И первая карта энергии – это энергии дома, место вашего проживания, пребывания или что вы планируете. Энергии любви и энергия денег или ваших достижений. Достанем карту совет или что вам помогает. Что же откроется, давайте узнаем. Ух, для кого-то будет путешествие, все-таки рыцарь, рыцарь Пентаклей. Он как бы два момента предусматривает эта карта, так вот этот рыцарь, он готов обучаться или готов узнавать что-то новое. Ну и второй момент – передвижение, потому что любой рыцарь символизирует именно передвижение или куда мы поедем, или мы собираемся что-то изучать, именно активность наша, она проигрывается. И часто рыцарь Пентаклей я еще называю эту карту марафонского забега, потому что это символизирует о длительном периоде времени. Или, к примеру, мы что-то изучаем, значит, в последующем это будет не напрасно. Это не совсем с позиции любопытства, скорее всего, есть какая-то конкретная тема, которую в последующем или изучив что-то, вы сможете переложить на материальные рельсы или реализовать какой-то свой проект. Ну, пусть это будет связано не конкретно с изучением какой-то науки, специальности или навыка, а когда вы изучать можете, как мне решить тот или иной вопрос. Вы можете собирать информацию, работать, кстати, с этой информацией. И рыцарь Пентакли у нас это один из самых медленных рыцарей, поэтому где-то не торопитесь. Тут вот все приходит в свое время. Карта нам о чем говорит? Что откроется? Что нет мелочей в каком-то деле. Нам нужно какой-то наш проект детализировать. Или карта подсказывает, как знаки судьбы. Мы можем тоже это принять во внимание, что добрые дела наспех не делаются, поэтому нам, как и где-то продумать надо, или найти дополнительную информацию, как правильно провзаимодействовать. Но вообще это неспешный период жизни февраля. Давайте знаки судьбы все же откроем. Все, что я сказала, туз Пентакли подтверждает, но я бы сказала,
преувеличивает, усиливает значение сказанного мной. Потому что да, тут действительно элемент новизны присутствует в феврале. И у кого-то это новая работа или поиск таковой, или вторичный доход вы будете искать, примерять на себя один способ, второй, чем бы мне заняться, может быть, развивать ваше ремесло, творчество, то, что вы, может быть, делали просто от души, или чем вам прежде нравилось заниматься. Вы можете всерьез задуматься, почему бы мне на этом не зарабатывать деньги. И здесь что угодно. Кто-то может ремонтировать автомобили, кто-то прекрасно вяжет, или кто-то пишет картины. И, может быть, вам всегда казалось, вы словно писали, вот есть такая фраза «писать в стол», хотя это больше относится к тем, кто именно авторская работа, имеется в виду, пишет книгу или статьи или еще что-то. Ну, кстати, тогда тоже не надо писать в стол. А именно то, что вам нравится заниматься, это есть смысл изучить, каким образом переложить именно на материальные рельсы. Здесь явно может проигрываться вторичный доход, но это, я бы сказала, начало только может идти как вторичный доход, а в последующем для вас это будет основным видом заработка и, более того, принесет очень хорошие деньги. Вы можете вот именно так осторожно в феврале, словно изучать для себя самого, в какой области я как раз могу получить вот это саморазвитие, или где я могу выразить свои таланты наиболее полно. И в основе это все же, опять же, деньги. Поэтому какая-то финансовая ситуация вас может подтолкнуть к таким решениям. Давайте мы откроем следующую карту. Что вы считали уже закончилось, или в чем вы поставили точку, окажется запятая или многоточие. По работе опять. Вот все то, что я говорила, интересно, у вас одна карта дополняет другую. Восьмерка Пентаклей говорит только об одном. Продолжай. Вы уже знаете, что вы будете продолжать, а что вы хотите завершить. И если вы действительно хотите поменять работу, то тогда это может быть связано с тем, что, к примеру, вот прямо сейчас уволиться вы не можете или чувствуете, это было бы неправильно. Тогда вы будете вторую работу или, может быть, это ваше личное дело. Кто-то начнет вести блог и попробует себя именно посредством интернета реализовать, увеличить свою популярность. Ну вот есть какое-то прикладное ваше решение для того, чтобы, опять же, заработать больше денег, вот конкретно. Может быть, решить какую-то финансовую ситуацию. И это карта настойчивости, профессионализма. Если вы не хотите менять работу, тогда вы можете задуматься о том, чтобы построить карьеру. Потому что восьмерка Пентаклей нам уже показан профессионал на сегодняшний день. Но это прогресс. То есть та ступень лестницы иерархии, которую вы занимаете теперь, это не конечная. Здесь именно какой-то прогресс у вас должен быть в феврале. Или, по крайней мере, первые шаги сделать. Или начать об этом для начала думать, или примерять на себя разные варианты. Что-то вот есть и обучение, есть и поиск какой-то информации, есть и движение, хоть и медленное, но все равно это уже в сторону прогресса. Какие возможности перед вами откроются? По королеве жезлов это как раз та персона по карте, которая удачлива в деньгах, кстати. И та, которая умеет, с одной стороны, себе не навредить. А почему? Потому что шишек она уже где-то набила. И теперь она знает, что правильно хранить молчание. Она умеет хранить свои тайны, чужие тайны. Она умеет правильно работать с информацией. То есть то, что вы будете слышать в течение февраля, может быть совершенно разрозненный, иметь характер, вот эти всякие новости разные или события, но обязательно будет вами услышано какое-то рациональное зерно. Или, может быть, вы задумаетесь, к примеру, была какая-то беседа с человеком, он вам может рассказывать даже о чем-то своем, а вы можете думать в это время о своем. Но вот одна фраза, она дополняет какой-то пазл, который у вас до этого времени не складывался. И теперь для вас, как Эврика, я знаю, как мне нужно поступить. Вот через общение, через какие-то контакты, через ваше немногословие и постоянный анализ информации к вам приходят возможности. Вы их увидите там, возможно, где другие это не увидели. Или вы будете строить совершенно новую концепцию жизни по королеве жезлов, потому что
Подразумевает эта карта, что, как я уже говорила, жизнь ее ставила на колени. Ей не раз приходилось преодолевать какие-то трудности. И вот теперь, опять столкнувшись с какой-то трудностью, она настроена себе не навредить. Поэтому где-то это осторожность, неторопливость, как по первой карте, внимание к деталям, чтобы не сделать какого-то ненужного шага или не отказаться от чего-то, а именно больше попробовать, примерить на себя, насколько это сработает в отношении вас, мои дорогие козероги. Но всячески перспективна карта на дела, работу, бизнес, труд и заработки. Но это не есть уже финал, это есть пока только начало. Но это то начало, которое имеет прекрасное продолжение. Для кого-то из вас, если вы действительно задумали делать карьеру, и вы профи в вашей профессии, тогда вы смените этот статус. Что бы вы, козероги, тут не задумывали по делам, работе, бизнесу и деньгам. Посмотрите, пентакли и жезлы. Поэтому здесь добрые энергии, в добрый путь. Какая правда откроется? Отшельник. Откроется правда, что нужно быть, с одной стороны, мудрее, ну и вторая правда – рассчитывать на самого себя. Откроется правда для вас, вот станет очевидным, то, что, к примеру, о чем вы когда-то мечтали или думали, и вы в себе сказали, нет, этого не может быть, потому что на какой-то период времени прошлого это не было осязаемо, или это невозможно вами было, вы не могли просчитать, вы не могли это переложить на какие-то практические рельсы. Здесь вы поймете, что да нет, это я зря от чего-то отказался. Вы словно увидите свой жизненный путь. Я не побоюсь этой фразы. Отшельник, он именно жизненный путь, какая-то миссия. Подразумевается то, что он идет в одиночку, это правда. Но это ведь у нас мудрец, поэтому, конечно, мудрость вам будет помогать совершить правильные шаги или правильно работать с информацией. Здесь немногословность, вдумчивость в том плане, чтобы чего-то не упустить. Вы поймете, какая правда откроется, что реально нет того, чтобы вам мешало. Или нет тех, кто бы вам реально, опять же, мешал. Отшельнику никогда никто не мешает. Поэтому у него и есть возможность идти в одиночку. Это карта независимого человека. Но о чем еще говорит отшельник? Он никогда не поставит материализм на первую ступень. Для него всегда существуют ценности на первом плане. Поэтому с учетом того, что у вас тут как раз разные немножко энергии, вы можете оттолкнуться от того, что не лежит пока в плоскости денег. То, что больше характеризуется словом ценности или какая-то ваша задумка. И потом из нее вы как раз сделаете деньги. Переложите этот тонкий нюанс на то, что у вас сейчас в жизни происходит, или то, что вы бы хотели осуществить. Какие вопросы вы задаете самому себе, Вселенной, какая насущная проблема для вас. И здесь можно применить по-разному, опять же, эту карту. Потому что, если мы говорим, это самореализация, по сути дела, для отшельника, хоть он и мудрец, и хоть он и дервиш, но тем не менее, это его реализация. Так вот, если вы находитесь в труде по найму и именно карьеру собираетесь строить, или вы имеете какую-то идею, то тогда, к примеру, руководителю, если вы хотите продвинуть свой проект, вы должны говорить, что вот ваше дело или ваша какая-то задумка, или транслировать, по крайней мере, нужно себя самого или свои действия, что это нужно людям. Это именно нужно общественности, может быть, или каким-то образом можно применить на благо других людей. Потому что здесь будет в приоритете не выгодно слово, а словно духовная практика какая-то или полезность какая-то. Поэтому немножко измените ракурс трансляции своей идеи, и, скорее всего, вы будете услышаны. И если же вы надумываете себе какое-то новое личное дело, направление, или вы хотите о себе заявить в интернет, или вы хотите, может быть, изучать какие-то новые эти технологии, тогда, мои дорогие,
Козероги, для вас может быть тоже подсказка, что, допустим, начиная вести свой личный блог, вы должны его подавать больше с позиции, когда это кому-то интересно или полезно, нужно, может быть, людям, но не рассматривать все детали вашего проекта с точки зрения получения прибыли. Прибыль у вас будет, но пока вот как будто сама идея должна быть первоочередной или, как мечта ваша, мои дорогие, путеводной звездой. Что важно знать? Ну, всегда четверка мечей нас останавливает и говорит: приведи мысли в порядок. С одной стороны, избавиться от какого-то ментального мусора, или не повторять каких-то ошибок, безусловно. Вообще по этой карте мы складываем оружие и отдыхаем, поэтому карта где-то может говорить: отдыхай. Может быть, этот период, тут ведь тоже у нас скорости нет вообще ни по одной карте, которую мы раскрыли с вами. Тогда будет говорить о том, что какая-то перезагрузка ваша внутренняя, она в феврале может продолжаться. Поэтому над собой усилия не нужно делать. Здесь чем-то нужно определиться, чтобы оно словно вошло в вашу душу. Или вам, если ваша мечта, а вы должны к ней словно, ну, не просто привыкнуть, а почувствовать кожей, как будто вы уже получили желаемое. Или вы в этой мечте уже находитесь. Здесь будут мысли на вас оказывать влияние. Помните, мысль материальна. И то, что с нами происходит сегодня, это где-то результат наших вчерашних мыслей, мыслей в прошлом, а мысли сегодняшнего дня для нас формируют какое-то будущее, уже концентрацию тех событий, в которых мы можем оказаться. Правильные мысли, мои дорогие козероги, для вас важно знать это. То есть не позволяйте себе ненужной философии. Здесь что-то как возвышенное вам нужно принять. И в последующем это возвышенное вы переложите на земное. Давайте по энергиям посмотрим. Почему такая пауза или с чем связана вот такая перезагрузка энергии дома? А дома все прекрасно, десятка кубков. И поэтому, правда, для людей семейных тут может быть приход денег, кстати. Приход денег может быть отчасти и ваших, может быть и вашего партнера. Здесь добрые вести от ваших детей. Здесь, в принципе, в доме все хорошо. Или удачное решение по части недвижимости или ваших планов, может быть, вы собираетесь переезжать с семьей. Тогда вы будете искать, например, информацию какую-то, или даже вы один собираетесь переезжать. Но вот здесь как раз радость, покой, счастье, уют, то, что нас вдохновляет. По сути дела, это место нашего отдыха, куда нам карта и предлагает вернуться. Или где-то позволить себе дополнительный отдых, чтобы, может быть, и тело, не только мысли, а когда, в принципе, полноценно у нас происходит какая-то перезагрузка, когда мы не работаем сверх меры или не включаемся в решение каких-то сложных задач, а позволим себе февраль месяц прожить достаточно спокойно. Для кого-то из вас это могут быть еще перемены с вашим местом жительства, потому что вы надумаете изменить свой статус по части именно личной жизни. И вы будете со своим партнером продумывать, где мы будем жить. Или вы можете, кстати, ваши отношения, для кого-то ведь проиграется королева жезлов, как может быть есть такая персона, которая вам очень интересна. Может быть, она и рождена под знаком зодиака огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет асцендент. Такое тоже могу допустить. Поэтому для кого-то проиграется так, когда вы обустраиваете буквально свое семейное гнездышко или то место, где вы будете проживать, или вы находите какую-то информацию. Но чего бы это ни касалось, это очень добрые положительные энергии. По сути дела, это баланс. Давайте посмотрим, что же на любовь. И вот смотрите, пятерка кубков. Всегда есть по этой карте такое значение выплакать свое горе. Какая-то прошлая история вас может расстраивать, или вы можете вспоминать, просто она вас не отпускает словно. И тогда нам карта говорит, позволь себе, ну, может быть, буквально выплакать, чтобы эти эмоции, они на тебя тогда нахлынут и точно так же уйдут. Тебя вот это прошлое как будто оставит. Позволь какой-то пик эмоций себе пережить, чтобы тебя это оставило навсегда.
Имеется в виду именно, если было какое-то разочарование, к примеру, у кого-то по прежним отношениям, то тогда нужно идти вперед. Я могу сказать, что по десятке кубков у вас возможность познакомиться с кем-то, может быть. И кто знает, может быть, и в феврале. Кстати, у вас может быть так, что если вы окажетесь, у нас вся семья в сборе, и выпадает как раз на энергию дома, вы можете познакомиться посредством даже, когда, может быть, кто-то из родственников или из вашего ближайшего окружения, вы окажетесь, может быть, в какой-то компании или как вот среди друзей вы, опять же, может быть, будет какое-то важное событие в период февраля, когда вы можете оказаться, и это будет несколько новый социум, и вы можете тоже познакомиться. Но горевать тут точно не почему. И поэтому нам говорят, что на личную жизнь, если есть или были какие-то разочарования, буквально оставь. Как раз на пороге что-то более приятное. Давайте мы с вами откроем энергия денег, карта жрица и ваших достижений. Ну вот как раз карта жрица тоже карта независимого человека. На ваши достижения, если мы говорим, правда, какая-то есть задумка о новом способе заработка дополнительном или смене работы, или откуда ко мне приходят деньги. Вот здесь нужно и пробовать, и очень осторожно слушать свою интуицию. Нам говорят, что интуиция у тебя будет работать великолепно, поэтому не отказывайтесь, мои дорогие, от того, что к вам придет как внутренний инсайт. И нам же на позицию «какая правда откроется» выпадает отшельник. Мы с вами говорили, что это какая-то духовная идея. И очень перекликается, кстати, сфера ваших достижений и денег. И хотя обе карты, обратите внимание, отнюдь не сначала не про деньги и не про какие-то там наши глобальные достижения, а это скорее про мечту, про вашу цель, про вашу миссию, про ваше желание. Позволяйте себе мечтать, позволяйте себе какие-то желания. Они вам будут более правильно указывать ваш как жизненный путь или где вы можете проявить свои лучшие качества по максимуму, и в последующем это переложится на деньги. По аркану жрица это может быть какая-то и тайная персона, кстати, ведь это два старших аркана. Вы можете встретиться или познакомиться в период февраля с каким-то очень интересным человеком, который от вас в других энергиях. Вы больше практики, мои дорогие козероги. А здесь я не говорю о любовной истории, хотя у кого-то может проиграться и так. Это может быть где угодно. Или какой-то контакт, когда вы решаете одни вопросы, а вас жизнь сводит с человеком, который думает несколько иначе. Вы заинтересуетесь именно потому, что он какой-то не такой. Может быть, уже есть в вашем окружении такой человек. И тогда вы будете присматриваться и пробовать примерить его ход мыслей на себя. Тогда для вас может быть такая подсказка, что посмотри, как он живет, или каковы его приоритеты. Мы никому ничего не говорим, что мы намереваемся делать. Ни по аркану жрицы, ни по аркану отшельник. Я могу сказать, что это важно знать, а вот как раз то, что вы, к примеру, умеете хранить тайны, вам, может быть, вы столкнетесь с человеком, который с вами будет откровенен. И тогда вот эта информация, которую он вам скажет, каким-то образом и вам будет полезна. Может быть, она вас натолкнет на какую-то нужную мысль или важное решение. Поэтому тут есть что-то из области иррационального для вас в феврале, то, что пока неосязаемо, но в будущем может иметь очень хорошее продолжение. Слушайте интуицию. Карта совет, колесница. Очень интересно. Туда-сюда. Ну вот то, что я говорила, мысли в порядок все же нужно привести. У кого-то колесница действительно переезд. Или, может быть, этот переезд вам еще предстоит продумать, куда я еду. Вы можете изменить. Собирались в одном направлении, но, может быть, произойдут какие-то внешние метаморфозы, и вы решите: нет, туда я не поеду, я рассмотрю другие варианты. И это не обязательно будет связано с каким-то длительным, далеким перемещением. Может быть, банально вы хотите смены жительства, но в той же местности, где вы находитесь. Ну, просто один вариант вы будете менять на другой. У кого-то иногда так проигрывается смена авто. Вот бывает. Но все же, это аркан старший. Это перемены, мои дорогие. Вот поэтому перемены вам буквально помогают.
А что еще помогает? Не оглядывайся назад. Вот доехала наша эльфочка до определенного пункта. И обратите внимание, она не оглядывается назад. Эх, куда же я приехала? А она выбирает, куда она будет следовать дальше. Туда или сюда. Как минимум два направления у вас точно есть. Может быть, поскольку мы одновременно в две стороны не можем идти, но какой-то период подготовки февраля у вас может быть. Когда вы от чего-то не должны, может быть, отказаться. Или, может быть, стоит попробовать себя в одном направлении, что-то словно прочувствовать или примерить, как я уже говорила, на себя, чтобы знать наверняка, стоит ли двигаться в этом направлении дальше. Вы можете словно на ощупь искать вот это самое направление, но одно совершенно точно – перемены неизбежны. А вообще карта колесницы – это еще и карта успеха. Поэтому какой-то успех, знаете, к вам может прийти. Да, это ваши действия, но этот успех, который произойдет в будущем, а начинаться может с какой-то банальной истории или с вашего просто интереса, именно интереса чем-то заниматься или развивать, допустим, себя, или что-то изучить, может быть и так. И в последующем это будет какая-то очень счастливая для вас история, которая будет еще и вам приносить доход, и вы будете себя чувствовать, что как вот я теперь могу отстроить совершенно другое качество жизни. Есть какое-то продолжение, понимаете? И закладка вот этого будущего прекрасного, вот этого успеха где-то может стартовать в феврале. Будьте внимательны к собственным мыслям, потому что по аркану жрица – это та, которая все знает. И опять же, слушайте интуицию. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.